Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Свалхолд, и сегодня я хочу объявить о начале второго сезона по Song of Six. Как по мне, прошло довольно-таки достаточное количество времени, чтобы люди захотели увидеть новый сезон, да и вдобавок вышла новая версия, которая очень сильно изменила все, что касаемо воды, насколько я помню правильно. Поэтому сегодня мы как раз таки и посмотрим, что это такое, что из себя представляет, и если я увижу большую вашу поддержку в плане лайков и комментариев, то я думаю, этот сезон затянется на очень долго. В хорошем смысле. Я не буду в плохом смысле затягивать. Но мы начнем с того, что нам нужно выбрать нашу расу, которую мы, так сказать, начнем стартовать. Как вариант, это, конечно, люди, но будем честны с вами, за людей у меня уже как бы прохождение есть. Но, точнее, не за самих людей, там прохождение идет за все расы, потому что мы особо никого не угнетали. Ну, кроме рабов, конечно. Поэтому есть вариант либо начать за людей и играть чисто людским империумом, чтобы у нас были только люди, остальные все только рабы. Как такой вариант есть. Либо же начать играть за тилапий с таким же наклоном, так сказать. Ну, вопрос хороший. Честно вам скажу, я даже не знаю. За людей вроде как самая такая нормальная сложность. Конечно, можно за дварфов начать. Ну, не знаю. Не знаю. Давайте, наверное, за людей, но чисто за людей. Вот так мы это сделаем. Здесь у меня открыто только The Nudist. Она нам даст устойчивость к холоду, к жаре чуть-чуть. Ну, такой, типа, приятный плюсик к нашему общему развитию. Нам нужно выбрать какое-нибудь интересное поселение, где у нас будет располагаться. Здесь у нас что, холодно? Здесь умеренно, кстати. Здесь очень много руды, но нет плодородия вообще. Поэтому я думаю, нам такое не подойдет. Мы же должны найти что-то среднее между плодородием, рудой, потому что в последней версии, когда изменили воду, очень-очень-очень сильно нам подосрали в плане, изменив механику с рыбой. То есть теперь рыбу из земли ты не выкопаешь и не построишь свою экономику и жизнь чисто на производстве рыбы. Поэтому теперь придется вот так вот изгаляться и искать сразу нормальное плодородие. Иначе наши люди просто с голоду все помрут. Здесь, конечно, есть камень, можно здесь остановиться, чисто ради камня, но я бы хотел все-таки иметь какую-либо руду, чтобы ее не закупать, а все-таки как-то добывать самому, наверное. Но как-то я вижу, здесь особо не везет мне с наличием непосредственно плодородной земли и ресурсов. Но, может быть, мне где-нибудь сейчас здесь фартанет. 52, ну 50 мало. Мало 50. Здесь есть просто руда, но нет угля. Но уголь мы можем, по идее, из дерева производить так-то, если подумать хорошечно. Да, тут, конечно, все очень... Вот здесь теплый климат, здесь не будут расти травяные травы, пастбища будут плохо себя показывать, зубров и онксов. Зато хлопок, опиаты хорошо, и пастбища глоблинов. Ну, плодородие такое. И мы здесь будем изолированы. Зачем нам это надо, да? Я тоже так думаю, поэтому, наверное, мы остановимся на камне. А остальные нам ресурсы как раз-таки придется закупать и уже обрабатывать. Поэтому, да. Здесь не очень. Здесь не очень. Ну да, значит, мы все-таки возьмем то месторождение камня. А где оно, кстати? Здесь у нас глина, 82 глина. Вот это неплохо, кстати. 82 глина, это интересно. 81. Ну, глина не так важна, потому что ее не так дорого можно. А здесь чисто уголь. А здесь чисто уголь, плодородие. 77. Ну, как интересно это все. Конечно, можно, наверное, перегенерить. Давайте мы, может, так и сделаем. Поищем более подходящие месторождения. Но здесь нет железа. Да. Здесь что-то здесь такое происходит. Ну, здесь... Ладно, вернусь, как только найду нам что-нибудь подходящее. И вот, спустя небольшое количество реролов, я смог найти более-менее такую приемлемую землю. 78. Это изолированное место. Возможно, торговли будет мало. В местах с небольшим количеством пресной воды будет сложнее, да? Здесь воды вообще нет. Да даже не знаю. Наверное, еще надо поискать. Хотелось бы где-нибудь, знаете, на реке поселиться там.
Чтобы и канал оттуда было удобнее рыть. Ого, это что такое тут у нас происходит? 15 плодородия. Нет, спасибо. Не надо мне такого счастья. Здесь тоже не разбежишься. Здесь тоже не разбежишься. Не, как бы есть такой вариант. Но я не знаю даже. Я даже не знаю, честно вам скажу. Вариант, конечно, забавный. Прям на острове. Наверное, еще поищу. Ладно, я устал генерировать, я уже много раз генерировал карту, смотрел, искал интересные места, поэтому давайте просто вот здесь становимся. У нас есть уголь, у нас есть руда, все. Большего нам не надо. С остальным совсем мы справимся. Там торговля, не торговля, главное, у нас нет воды еще, но... Я думаю, мы с этим как-нибудь справимся. Там, по идее, можно как добывать подземную воду, как-то это все сделать. Ну, короче, придумаем. Главное, есть плодородие 80%. Главное, есть у нас леса мало, кстати. Какие-то дороги непонятные. Вся руда здесь находится, да? Дам. Понятно. О, есть какое-то... какое-то есть маленькое озеро. Значит, не все еще потеряно, дорогие друзья. Значит, мы еще сможем что-то здесь сделать. Вся руда находится здесь. Но это опять делать маленькие всякие поселения по ее добыче. Сейчас мы начнем тогда наше благородное строительство. Вот здесь у нас, как вы понимаете, людей 10 человек всего лишь. Такое маленькое поселение, но гордое. Маленькое, но гордое поселение. Поэтому мы что делаем первым делом? Правильно. Это дороги. Вокруг нашей твердыни будущей мы построим здесь дорожки. Двойные. Не будем, так сказать, жмотиться. И должны отправить наших людей на добычу. И на добычу ближайшего леса и камня. Чтобы мы могли уже нормально заниматься строительством. Только сбор. Все. Собрать все. Собирай все. Все собирай. Вот так мы здесь вокруг пособираем все. Теперь первым делом мы строим, конечно же, наш любимый всеми складик. Надо только вспомнить, где он находится. Наверное, вот так будет быстрее. Склад, да. Не будем на нем экономить, сразу поставим нормальный такой большой склад. Вот такого типа, наверное. Ну, вполне себе. На первое время хватит, потом уже в будущем построим мега склад, я думаю. Даже можно, наверное, расширить немножечко на квадратик. Это мы тоже уберем. И одним тайлом мы здесь не закроем ничего. Ну да, вот так тогда. О, вот так. Еще на один нужно, да? Ну ничего, сейчас тоже это сделаем. Так, это вот так, значит. Это вот, хотя может вот... Нет, значит только так. Ладно, вот так и оставим. Поставим еще ящички. Потому что ящичков много не бывает. Здесь смогу засунуть ящик? Ну, в теории смогу. Как-то уж. Здесь ящички, здесь, ну и вот здесь тоже ящичек. Поставим один. А здесь тогда, стоп. Да, здесь, ну здесь получается у нас 5 клеток, а здесь у нас... Здесь... 2, 4, 5, 2, 4, 5. А почему здесь тогда такой маленький? Нет. Ну ладно, видимо, мне просто показалось. Ставим сразу стенки. Точнее, входы. Сделаем побольше входов. И пусть потихонечку они начинают строить. Мы же сейчас закажем еще дороги. Можно, наверное, уже потихонечку снимать с паузы. Пусть они там не торопясь это все будут делать. Чтобы на паузе не сидеть. Они потихонечку здесь пойдут пособираются нам необходимое. И будет такой у нас мега склад. Нужно сразу же им организовать место для досуга. Так понимаю. Охотников нужно сделать. Плотников пока не надо. Что бы я хотел разместить первым делом? Это, наверное, вот здесь, да, вот колодец. Куда же мы без колодца? Это что еще нам здесь нужно? Уборная пока рановато. Закусочную давайте разместим. Она теперь строится очень таким интересным образом. То теперь это просто такая участок под открытым небом. И все. И большего не надо. 28 человек обслуживает. Ну, в принципе, можно, наверное, даже сократить нам не дают. Значит, вот так это минимально. Значит, ну, значит, вот так пока мы и оставим. А если здесь убрать? Ага, то есть вот так может. Значит, вот так мы и оставим наш прилавочек. Поставим еще дорожки вокруг него, чтобы люди могли быстро и эффективно перемещаться. Вокруг колодца, думаю, тоже разместить небольшую дорогу.
Что еще нам необходимо? Нам необходим оратор, конечно же. Куда мы без оратора, скажите мне? Никуда. Он должен развлекать наш народ. Помимо оратора, что нам еще необходимо? Из возможного, конечно же. Из возможного это закусочного уже есть. Рынок это попозже мы поставим оратор. Есть могильник, пока не нужен. Очаг. Очаг нашей любви должен гореть тоже. Здесь типа центральной площади будет что такое наподобие. И здесь также дорожки проложим. Такие небольшие. И все. И здесь, наверное, где-нибудь уже расположим. А, кстати, нужно же еще поставить, насколько я помню... Здесь был такой очень нужный человек нам. Только я не могу вспомнить, где он находится. Который занимается непосредством ремонтом уже. Вот, уборщик. Ну, наверное, вот здесь мы разместим уборщика. Такого небольшого, насколько это возможно. Как он большой может? Какой ты большой можешь быть? Давайте вот, так, вот такого размера нам его хватит, я думаю. Рабочие инструменты. Просто инструменты, я так понимаю, чтобы он как-то поэффективнее работал. Что здесь сделан, наверное, вход двойной такой красивый. Инструменты и инструменты. Можно еще рабочие места заказать. Еще поставить инструментов. Как-нибудь, наверное. Вот так. И здесь поставим инструменты. Хотя можно, наверное, вот так сделать еще инструменты. Вот так инструменты, да. И еще одно рабочее место мы поставить не сможем. Ну да и черт с ним. Там и так много человек получается. И сейчас в таком неторопливой манере мы все это будем делать. Надо сразу определиться с нашей плодородностью. А, нужны дома. Дома точно. Дома. Нам нужны дома. Дома, наверное, расположим здесь. Будем строить длинные. По дефолту, так сказать. 50 постояльцев нам рисуют. 40. На 50 человек вот это... Давайте лучше вот так поставим небольшую пока что такой кусочек. На 30 человек пока что. И дорожка здесь дальше вот так проложим. Теперь нам необходимо разобраться с нашим плодородием. Подземные воды, кстати. Ну только здесь оно и как бы понятно. Нам нужно, так понимаю, ближе к вот этой речке делать. Да, здесь прям... Хотя вот здесь прям плодородие хорошее. Ты смотри. Вот здесь тоже такое неплохое. Значит, вот здесь мы сделаем первые фермы, я думаю. Вопрос, какого они должны быть размаха. Ну, хотя подождите, давайте мы сначала попервой, так сказать, поставим хижину охотника. Здесь вроде как много живности, которые мы можем употреблять в пищу. Поэтому давайте мы и займемся такими охотничьими вопросиками небольшими пока что. Поставим такого небольшого охотника. Вот, ну, 7 на 7 клеток вполне себе, я думаю, его хватит. Хотя можно... И подразогнать, наверное. Ух ты, какой он большой может быть-то. Это ты чё? Нифига он может быть большой. Не вот такой давайте сделаем. Поставим разделочные столы. 2 охотника. Угу. Вот так. Насчет инструментов, кстати. Разместим здесь тоже инструменты, чтобы они охотились эффективно. Того у нас будет 6 охотников. На инструменты... Ну, да просто мебель нужна. О-о-о. Настолько все плохо, да? А если маленький нужно просто... Ну, понятно. То есть, пока мы не сделаем столяра, мы не сможем этим заниматься. Можно пока что, наверное, заняться пастбищем зубров. У нас здесь вроде как есть на них дополнительные бафы. И, насколько я помню, вы писали, что на пастбище влияет плодородность. То есть, чем плодороднее, тем там больше всего мы интересного получаем с них, да? Наверное, вот здесь можно пастбище разбить, а вон там уже фермы мы сделаем, я думаю. Да, где-то вот здесь разобьем такое пастбище. Может даже, наверное, побольше, что, так сказать, экономить. Было бы что экономить, как говорится. Но всего лишь дерево потребляю. Хотя давайте по-нормальному сразу вот. Тихо-тихо. Ага. То есть вот такой размер твой максимальный. Хотя не хочу дорожку ломать, давайте чуть-чуть повыше сделаем. И вот туда его... Вот такое пастбище у нас будет. На 26 человек. Ну, ничего страшного. Хижина какая-то здесь есть. Здесь будет воротина. А что за хижины? Повышает эффективность на такие копейки, что аж смешно. Ну, давайте поставим их. Неплохо. Не очень много это обошлось. Но будем заниматься разведением скота с самого начала игры, чтобы он никуда не делся у нас. И он вроде как неплохо еды нам дает. Здесь сразу...
проложим дорогу. Здесь даже лишняя одна есть, я вижу. Мы ее, наверное, как-нибудь вот так подчикаем. И вот так. О, красота! Теперь осталось дождаться, когда все это будет достроено, наконец-таки. И, в принципе, у нас будет все не очень плохо. Даже, я бы сказал, хорошо. 25 человек поставим принятие. Можно чуть-чуть повысить еще скорость, я думаю, раз такое дело. Также нас что еще интересует? Ну, охотника мы строить пока не можем. Каннибализм — это дело благое, еще успеем, как говорится. Что еще нам такого интересного необходимо? Охота. Вручную управляйте охотой. О, вот. Неплохо звучит, кстати. Может, мы вручную поохотимся на этих таракашек? Пока что, раз у нас такое непонятное дело. Можно еще, наверное, ускорить скорость до максимума. Нам вроде как делать все равно пока что нечего. В плане собирания урожая, кстати, надо бы, наверное, раскидать. Здесь зерна много, здесь грибочки есть вкусненькие. Вот здесь фруктики у нас имеются. Здесь у нас грибочки, здесь у нас овощи. Пусть собирают потихонечку все это. Лес они как тут порубили, покромсали. Но что-то потихоньку как-то у нас тут строится, возводится. Поэтому жаловаться грешно. Главное, наши люди работают. Мы же им сейчас прикажем еще, наверное, пособирать древесиночки. Вот здесь. Это, еда есть небольшая. И у нас построился складик. Можно здесь сразу поставить одного человечка. Разместим сразу, наверное, все запасы продовольствия, которые есть только. Ну и везде по одному пока поставим сундучку. А потом уже будем, я думаю, понемножечку убирать, добавлять в зависимости от того, насколько нам это все необходимо. Потому что пока сложно сказать, что у нас есть, чего нет. Наверное, брони оружия у нас вообще никакого нет пока что. Поэтому, наверное, вот так остановимся. И будем ждать заполнения складов. Построили колодец, оратора, очаг, закусочную построили, автонайм. Ну, наверное, одного здесь пока хватит. Склад построили, уже здесь занимаются. И уборщики тоже у нас непосредственно работают. Правда, им нужно дорогу чинить на какой-то черт. Ну, это все мелочи жизни, я думаю. Нам здесь не хватает 1000 единиц древесины. Ну, я думаю, они как-нибудь справятся. Ага, надо еще поставить побольше здесь, да? Складинских. У меня ящиков вроде как много, ну, относительно много это, конечно, все, но... потихонечку дерево копится, вижу. Камень тоже. Шикарно. Вот еды то, что нет. Люди новые тоже потихонечку к нам, я вижу, приходят. Здесь зачистят, будут заниматься... Я понимаю, что с лояльностью не очень все, но пока что как есть. И доступных услуг. Интересно, почему? Здесь у нас занимаются вроде как люди. Да, вот дерево копится. Они здесь очищают, я вижу, пока что бегают, да? Ну, пока... Я их вроде как на охоту отправил, но они, вижу, не торопятся пока этим заниматься. Они, в принципе, какие-то довольно-таки ленивые пока что. Ну, сейчас ускорим до максимума. И посмотрим. Дерева у нас уже, вижу, очень много. Можно, наверное, даже удалить вот этот сбор. Как его умное удаление. Вот. Удалить сбор. Потому что здесь они дерево соберут. Как раз таки нам должно этого будет хватить. А вот что-то на животных они как-то особо не торопятся. Охотятся. И поэтому мы, возможно, умремся с голоду. Но будем надеяться на что-то более лучшее. Наверное, поставим сейчас... Хотя у меня не овощей, ни черта у меня нет. Они ничего не собирают, ничего не делают. Ну, постройте его, пожалуйста. Будьте людьми, а. Как-то с едой у нас все очень и печально, я вижу. У нас там есть немножко грибочков, но на этом все. Охотников мы сделать особо не можем. Поэтому сейчас будет, наверное, великий голод. Великий мор, я бы сказал, но... Что поделать, если они работать не хотят? Они очень медленно это все делают. И еду не собирают. Я вроде как приказал собрать. Поздним летом. Это что у нас? На это поручение никто не назначил. Поэтому мы с голоду умираем. Дорогие люди. Ладно, я понял. Пока что у нас такой великий мор идет. Можно тогда, наверное, все-таки... Так. Да. Пока что мы сделаем небольшой такой, так сказать. На всякий случай. Вдруг, так сказать, пригодится. Вдруг пригодится, а мы уже, как говорится, готовы.
Потому что я вижу, наш народ не сильно торопится заниматься чем-то более полезным. В плане пищи. У нас 14 голодных. Здесь уже, ну, по идее, да. Теперь у нас должна быть еда. Но я же вас послал на охоту. Почему вы не хотите? Вы не хотите. Вы не хотите. Вы хотите умереть с голода. Ну, ради бога. Почему они не строят? Почему они ничего не делают? Почему вы хотите умереть с голоду? Вот один умер. Да, давайте посмотрим, кстати. Опа. И чё? Ага. Давайте тогда по-другому. Мне просто интересно, когда эту механику не смотрел. Поэтому, раз такой случай есть, давайте мы ее и посмотрим сразу же. Вот здесь захоронение строите. Наверное, надо было все-таки с ферм начинать. Или поставить меньшего размера эту штуку. Но мы обязательно выживем. Мы обязательно, как говорится, выживем. Еще бы они собирали еду, я им вроде как приказал этим заниматься, но я вижу, они плевали на мои приказы и решили все просто умереть с голоду. Хотя вот вижу, мясо пошло. Мясо пошло. Ну ладно, давайте пока так. Давайте пока так. Конечно, сейчас они будут не очень довольны происходящим, но... А я что поделаю? Пока как можем, так и выживаем. О, мясо. У нас появилось мясо. Все. Пока живем так, будет все хорошо. Насколько это возможно. Ладно, давайте поставим побольше хранилища мяса. Вот могильник построим. Ну, вы это строить будете, народ? Вот, прям реально такой уже вопрос, важный вопрос, который мне непонятен. Почему вы не хотите его строить? Я вам все условия для этого сделал. Давайте рабочее место разместим. Вот так. Давай. Приходите сюда. Поставим побольше занятость. Здесь 2 человека, здесь 2. Можно пока до 1 поуменьшать. Это не так нам критично сейчас. Нам бы людей поосвобождать. Ага, все. Шикарно. Первый строить пойдете? Пошли, побежали. Ну, конечно, у нас еды 300. 300 штук еды. Еще бы они работать не пошли. У нас еды хватит теперь до конца нашего строительства. Ну, был такой небольшой у нас такой период. Ну, а что поделать? Люди, конечно, так понимаю, не очень поняли такого прикола с моей стороны, но... А что я поделаю? Ну, не поняли они прикола. Нет работы. Да, минус 27, это понятно. Нам не хватает. Давайте 2 человека пока назначим, а там как бы как пойдет. Как пойдет. Здесь что у нас? Это мы отменяем. Итого у нас 4 человека свободных. Значит, 2 здесь. И давайте... Ага, они не собирают, к сожалению, я вижу. Здесь у нас пастбище зубров. У нас и шкура будет, и мясо будет. Угу. Сколько у нас сейчас здесь стадо? 7 животных. Не самое плохое, что я видел. Поэтому пока мы так и оставим. Единственное, что непонятно, это у нас то, что они не собирают эту еду, которую я им приказал вроде как собирать. То есть приказ есть, но они, вижу, что-то не особо как-то чешутся этим заниматься. Поэтому мы особо ничего сажать не можем. Ну, 49 голодных. А, это еды 49. Ну да, там. А мясо. Спасибо каннибализму, мяса теперь нам хватает. Ладно, пока. А уберем рабочего, пусть он займется каким-то более важным делом, типа пастбищем, который нас, надеюсь, будет кормить все-таки. Надеюсь, будет кормить. Мы же что сделаем? Мы же еще займемся, наверное, производством чего-то более интересного. У нас, я вижу, опять не хватает складов. Ну, как бы, что поделать? Что поделать? Поделать-то пока нечего. Увеличим, наверное, количество шкур. Можно, наверное, потихонечку делать и небольшого такого человечка, который будет заниматься уже производством одежды. Ну, или давайте сначала засеем фермы. Зерновые вот у нас есть, 29 зерна. Давайте их засеем. И займемся, давайте сделаем такие как бы... Там одного человека вроде ферма 7 на 7 должна была бы. Вроде как. Производство 2 штучки будет. Так. Фермеры 0,51, да? То есть в теории можно расширять, пока здесь напишется фермеры 1 человек. И как раз таки для одного фермера это многовато. А вот так, вот это идеальная ферма для одного человека. Мнению игры.
Потому что он пишет один фермер, а большего нам пока и не надо, как говорится, поэтому пусть занимается, один фермер должен быть, ну вот пусть и занимается, мы такие еще сейчас фермы сделаем побольше, по одному человечку. Сколько у нас вышло вообще, если так смотреть, это у нас получается 10, получается 11, 11, а вглубь у нас получается 9, 11 на 9, значит, да? То есть вот так, и здесь у нас 11 туда. Опля. Здесь надо вот так сделать. О, какая у нас интересная ферма получается. Сейчас будем заниматься уже зерном потихонечку. Раз его собрали, давайте они его пусть растят. Тут один человек работает, вроде как его должно хватать, потому что мы вроде как рассчитали силу необходимую для этого. Можно сейчас сюда кинуть парочку людей. Потом, что еще мы можем сделать? Здесь у нас отсутствует домашний скот. Ну, это печально, но он потихонечку, по идее, должен к нам уже сам приходить. Мяса у нас пока хватает, но давайте все-таки еще раз попробую отправить на охоту наш народ доблестный. Пожалуйста. Опа, сразу сформили. Типа. Вот если бы так работали в прошлый раз, то у нас проблем с едой вообще бы не было. Ну, ладно. Я не буду ничего про это говорить. Это будет на их совести, так сказать. Здесь что мы можем? Давайте все лишнее пока уберем со складов. Будем его более ориентировать на те материалы, которые у нас сейчас имеются. Имеется у нас сейчас зерно. Имеется у нас вот это. Можно еще поднять склад древесинки, кожи и мяса. Ну и да. Вроде как все неплохо. Даже рабочие руки еще есть. Можно еще поднять. Также у нас есть кожа. Но нам, наверное, лучше заниматься производством мебели потихонечку, чтобы уже сделать нормальных охотников и отправить их заниматься делом. Ну и пекарня была бы, конечно, хороша. Тут не поспоришь, конечно. Но давайте, наверное, уродильный дом. А чем они кормятся? Кормятся они фруктами. Фруктов у нас нет. У нас еды в принципе особо нет, поэтому пока что вы немножко, я думаю, потерпите. Для уборной нам нужна вроде как... нужны просто табуреты. Можно построить рынок, нужны табуреты. Можно построить шрайны. На шрайны нам вроде как ничего не нужно. И у нас больше всего прихожан вижу кратера. А мне он у нас маловато, у нас много кратера прихожан. Ну, давайте поставим небольшой шранчик. Сколько у нас там вообще? Так, еще раз. Давайте посмотрим еще разочек. Я что-то, видимо, не догнал. У нас кратера прихожан 46%. Ну, тогда можно самые такие маленькие пока что базовые поставить шрайны. Вот на 48 человек он рассчитан. Меньше на 28. Ну, давайте маленькие такие шрайны поставим. Вот один шрайн здесь будет. И как бы им запретить молиться всем, кроме, допустим, того, кто нам нужен? Вот в чем вопрос. Мы поставили шрайн кратера. Это как раз таки на фермы. Шмаларизм. Лаборатории появились. Лаборатория — это хорошо. Ну или можно поддерживать такой типа баланс. Но у нас вот оппозиция есть. Потому что здесь религии некоторые друг к другу не очень хорошо, так сказать, относятся. Наверное, вот это точно нет религии. Это у нас это дорогая для нас религия, насколько я понимаю. Давайте пусть все пока в кратера будут верить. Остальное мы как-нибудь постараемся нивелировать. Вот шрайн есть, он потихонечку будет сейчас нам давать. У нас похороны не были проведены, потому что у нас все мясо пошло, так сказать, в дело. Зерновые фермы здесь я вижу работают потихонечку. Можно, наверное, еще их расширить. Здесь тогда получается 11 на 9. Вот так. И плюс вот... это ровно 1. Все. Будет 3 такие небольшие фермочки. У нас 25 человек. Можно еще расширять, наверное. Ежедневного ухода 13 животных. Уже здесь потихонечку рост идет. А мяса нам пока вроде как хватает. Здесь есть еще. А это мы собираем, кстати, вот в чем вопрос. По идее, как они собирают. А по факту, видимо, не очень. Что у нас здесь? Загруженность небольшая, услуг им хватает, улучшения можно сделать. Нужны табуретки. Табуретки нам нужны для этого. Ну, ничего страшного. Теперь давайте сразу мы займемся чем? Правильно, мы сразу поставим производство какое-то такое небольшое базовое. Какой вопрос? Лаборатория — это приятно, мы к ним обязательно вернемся, но чуть-чуть попозже. Давайте мы изготовим, наверное, плотника. Наверное, где-то будет с этой стороны, ближе к складу, так сказать. Большой плотник, давайте поменьше сделаем. Нам такие большие плотники пока не нужны.
Мы их не потянем, скорее всего. Вот как-то вот так пока расположим нашего плотника. Ага. Одна мастерская и все как бы, да? Ну и все, и хватит. Ну и можно вот так О, идеально. Только проблема в том, что нет места для хранилища, да? Как бы это сделать все красиво. Можно чуть-чуть расширить сюда. Вот так. О! И здесь уже поставить непосредственно хранилище. Еще нужно расширить, да? Давайте еще расширим. И здесь у нас будет такое хранилище. Все это материалы. Здесь же будет у нас 2 входа, я думаю. И пусть они строят. Сейчас мы здесь наймем работников. Они потихонечку будут нам делать уже тамбуреты. Тут, по идее, склад рядом. Они будут очень быстро туда-сюда бегать. И проблем с этим у нас не должно быть, по идее. Потихонечку у нас количество зерна, вижу, увеличивается. Можно уже задуматься о производстве хлебушка. Вкусного, сладенького. Разместим, наверное, его ближе к центральной площади. Зачем? Ну, чтобы как бы было. Разместим здесь такой складик. Не складик, да. Такого, наверное, хватит. Ух, какая печка прям громадная. Громадина прям. 12 человек, 36 производств. Ну, звучит, с одной стороны, неплохо, с другой как-то грустно. Поставим, наверное, вот здесь хранилище, и вспомогательные печи нам уже и не хватит как раз таки. Давайте расширим еще. Вот так, вот так. Ага. А ближе я не могу ставить. Тогда, может быть, придется все это немножечко перепланировать, раз такое дело. Давайте мы немножечко по-другому обыграем этот весь процесс. По-другому я сказал. Во. Это мы тоже уберем пока что. Поставим. Вот это тоже нам пока не нужно. Давайте чуть перепланируем это все. Поставим здесь печи. Такие небольшие. Так. Хотя, наверное, проще вот так было бы, наверное, сделать одну. И получилось бы то же самое, в принципе. Ну и вспомогательные печки, наверное, вот здесь бы мы их разместили. Да, по-другому нам не дают сделать, поэтому... Вот так и вот так. О, шикардос. 12 человек у нас будет поначалу, но на то оно и начало. Будем потихонечку уже делать небольшое количество хлебушка, который нам так сильно необходим. Также, что бы я хотел разместить еще помимо перевозчика. Да. Здесь бы я хотел поставить такой небольшой квадратик перевозчика. Раз. А здесь бы, наверное, поставил небольшой квадратик перевозчика. Хотя здесь они в складу будут бегать, как бы. Зачем? Вот здесь точно мы поставим, чтобы сюда зерно таскали. Так, один, пожалуйста, пока что. И таскать сюда зерно. Получать со складов. Ну, со складов, ладно, бери, это не важно, не так сильно важно сейчас. По идее, у нас здесь 4 получается в день, да, я так понимаю. У нас потребление 15, производство 34. То есть мы можем теоретически... Опа, так нам много не надо пока, погоди. Здесь нам тоже так много не надо. То есть теоретически мы можем еще расшириться на 25 человек. И таким образом стать более великими. Ага, еда потихонечку растет. Мебельник сразу человек, давай. 6. Ага, нам не хватает домов. Давайте разместим еще небольшие домики. Небольшую такую жилплощадь. Наверное, поставим мы их. Бам-бам-бам-бам-бам. Вот здесь, наверное, мы их и... поставим. Это на 30 человек будет рассчитано. Это не страшненько. Ну и прокидаем дорожки немножечко. Да. Как-то так пока что будем жить. По 10 человек живут, поэтому вроде как неплохо. Табурет у нас здесь вроде как производится, но и у нас не хватает места для их складирования. Поэтому, наверное, мы сейчас немножко тут пересмотрим некоторые вопросы касаемо наших ресурсов. У нас появилось очень много зерна, я вижу. Сказал, даже слишком много зерна. Наверное, надо ставить уже потихонечку пекарей. Чтобы у нас появился хлебушек. У нас появились табуретки, можно улучшить шрайн. Ага, у нас не хватает технологий теперь для этого. Ну, значит, можно разместить им уже санузел, я так понимаю. Который сможет уже как-то кормить. Здесь не хватает домашнего скота. Маленькая рабочая нагрузка. Ну, а 14 человек, я вижу, для ухода вроде как хватает. Для полного, да? Они, оп, и остановились. Да, можно, наверное, подрезать до 10 пока что, раз у нас не так много скота. Всего 33 голов из 70 доступных. Но он уже нам неплохо, я вижу, приносит еду.
Кстати, хлеб, хлеб, хлеб. Кстати, хлебушек. Хлебушек, склад для хлебушка нам тоже надо, так понимаю, поставить. Где тут хлебушек? Вот он. Тогда уменьшим количество пока мяса и поставим хлебушек. Надо бы еще, наверное, один склад разместить. Наверное. Или расширить этот. Ну, этот мы особо не расширим. Можно еще один поставить. Уже такие узкоспециализированные, наверное, склады. Ну, даже не знаю. Хлеб первый появился. Хлеб всему голова. Еды у нас просто теперь закачаешься. 9 кусков мяса, 24 хлеба. Как по мне, шикарно. Потребление 24. Ну, на любом случае, там уже оверлимит был по этому ресурсу, поэтому особо переживать вроде как и не за что. Поэтому, наверное, давайте я скопирую этот склад, если это возможно. Насколько я помню, можно было... Вот, все, так мы тебя копируем. И здесь я хочу разместить склад такой уже сугубо для зерна и хлеба, думаю. Да, так мы и сделаем. А здесь мы освободим место. Да, там освободить чуть-чуть места, там будет мясо складироваться. Здесь у нас будет... Стоп, подожди, подожди. Это мы все, подожди, не наоборот. Ну, вроде как да. Мы убираем. Это мы все убираем. Это мы все тоже убираем. Убирайся, пожалуйста. Это мы тоже. И это. Здесь будет у нас складироваться чисто зерно и чисто хлеб. Такой как бы амбарчик. Ну и зерна побольше. Ну и хлеба. Зерно, хлеб, хлеб, зерно. И, по идее, это поможет нам разгрузить основной склад. У нас, я здесь уже вижу, начали появляться овощи в небольшом количестве. Даже табуреты есть. Отсюда мы весь хлеб убираем, и все зерно тоже. Пусть перетаскивает туда его куда-нибудь подальше. Мы здесь поставим немножко другие там нужные ресурсы. Но в целом получается вроде как так не очень плохо. Ну да, вроде как неплохо получается. В целом там. Думаю, нам... Хотя, пусть как дань уважения пока стол для каннибализма останется. Может быть, еще в будущем нам и пригодится. Хотя, мне бы не хотелось это видеть, но... Но, как говорится, игра, она такая тут непредсказуемая немножечко. Наверное, нам нужно поставить еще... Это вот здесь мы как раз таки расположим, я думаю, хотя... плодородие, ну, там такое среднее, поэтому... Здесь мы расположим уже такого вот кача судьбы, который будет делать нам одежду. Самую такую примитивную, из шкур, но зато будет хоть какая-то одежда. Да, вот так оставим. Ну и хватит пока. Самый верстаков, здесь тоже, наверное, поставим один верстак такой хороший, прям, от души который. Чуть-чуть еще расширимся вверх, наверное. И поставим здесь вспомогательные всякие столы. О, одного как раз хватило. Ну и хранилище разместим здесь. Здесь же мы сделаем 2 входа. И хорош. Пусть занимаются. Прокидаем здесь сразу дорогу. Почему бы и нет? Ну и все. С этим у нас все. Дерево у нас кончается, кстати, постепенно, потихоньку. Поэтому этим вопросом тоже нужно немножечко заранее, так сказать, заняться. Пока есть такая возможность. Скот здесь, я вижу, поживает очень хорошо. Мы вышли на один домашний скот в день уже профицит. То есть у нас каждый день появляется одна голова для нашего стада. Делаем небольшое для них хранилище, чтобы можно было это как-то отслеживать более удобно и эффективно. И население у нас постепенно уже как-то чувствует себя неплохо, вроде бы как. Разместим еще, наверное, дорогу. Хотя давайте поставим, наверное, все-таки уже санузел. Они его давно вроде как просят. Но мы как-то их просьбы игнорируем. Что не очень, наверное, правильно с моей стороны. Ну да ладно, где бы его только... Наверное, вот здесь мы его и разместим. Ну, вот так отступим. Хотя подожди. Давайте его вот здесь поставим, в принципе. Или как это лучше сделать? Здесь у нас вроде дорога идет сюда. Вот здесь давайте и разместим его, в принципе. Почему нет? Санузел. Будет наш первый санузел в этой игре. Можно еще тебя расширим. Нежелательно. Ну что, ставим сразу уборные, как и положено. А здесь умывальники. Раз и все.
На 20 человек у нас получается здесь, но рассчитано, да? Можно, наверное, еще с этой стороны поставить туалетики. Можно? Пожалуйста, можно. Но умывальника этого уже будет не хватать, поэтому придется еще немножечко подрасшириться вот таким образом, чтобы поставить здесь еще вот такой один хороший умывальник. Хотя, может быть, да, да, этого уже нормально. Значит, можно, наверное, вот это снести тоже. И поставить здесь уже такой... Мгм, вот такой только можно. Ну, вот такой мы и поставим. И вот такой здесь. О, хорош, хорош, хорош получилось. У нас всего вроде как хватает, поэтому пусть они потихонечку начинают его возводить. А вот рабочих у нас где-то уже не хватает. Чем мы так... А, мы построили портного, точно. Точно, построили портных, но к нам люди пока не идут. Ну ничего. Здесь мы тогда сразу поставим им кого? Правильно. Пацана, который занимается перетаскиванием таких объектиков. Где мы его поставим? О, склад импорта-экспорта. Это очень даже неплохо. Здесь мы, наверное, разместим, чтобы таскали сюда шкурки для них. О, нам подарили табуреты деньги. Спасибо. Ага. Один человек здесь. Автонайм нам не нужен. Таскай сюда шкуру. Все. Пусть будет так. На этом складе мы чуть-чуть подрежем еще ресурсы, для которые максимум, и поставим здесь уже одежду. Здесь что у нас? Вроде как все люди, я так понимаю, судорожно побегут в туалет. Да, уборные растут. Колодцы хватает, оратора, очаги. А чего оратора не хватает? Качества. Понятно. Хотя доступности тоже не хватает. Ну, в основном не хватает качества. Да, нет, у оратора не хватает доступности. Ну да ладно, как бы. Здесь, главное, люди работают, и нам нужно поставить рынок. Сколько я понимаю. Чтобы люди могли приходить на него, брать с него материалы, которые им необходимы, и уже с Богом, так сказать, идти и строиться. Поставим здесь такие большие рыночные площади для них специально, для моих людишек. Ну, 38 человек обслуживают, как по мне, очень даже неплохо получается. У нас есть 10 человек лишних. По поводу еды у нас пока что потребление превосходит, точнее, производство превосходит потребление, поэтому, в принципе, чувствуем мы себя не самое погано, как это возможно. Что еще здесь? Можно построить, наверное, охотника, но вроде как производство зерна нам пока позволяет как-то худо-бедно, но как-то выживать. Здесь что? Ты построил рынок. Это значит, что мы теперь можем давать нашим людям уже непосредственно что-то более интересное в плане обустройства их домов. У нас еще интересует. По еде у нас вроде как... Ну, еда падает, поэтому... Кстати, у нас уборщиков хватает, но вроде как хватает, кстати. Ладно. Бум-бум. Я автонайм у них убрал. Ну, давай поставим автонайм, чтобы они как-то поэффективнее чинили все. У нас люди вроде как пока что имеются. На все наши небольшие скромные нужды. Хлеб у нас здесь производится. Можно поднять, наверное, еще чуть-чуть, ну и заодно расширить здесь уже непосредственно производство нашего зерна. Где у нас здесь зерновые фермы? Там у нас было вроде 11 на 9, и мы здесь вот так вот 3 штучки убирали. О, шикардос. Поставим таких ферм побольше еще, чтобы увеличить производство нашего зерна. 11 на 9 и 3 штучки вот так. О, какие поля! Поля просто, конечно, не кукурузные, но тоже ничего. Сейчас у нас появится еще зерно, благодаря этому появится, вот уже рисует нам производительность хлеба в небеса. По поводу мяса нас я вижу пока скромненько все, ну и голов здесь тоже, скажу вам честно, не очень-то и много. Поэтому грешно жаловаться, здесь еще у нас потихонечку будет вырабатываться у них навык, который будет в будущем повышать нашу производительность. А первая одежда появилась, люди ее уже надевают, они счастливы. Можно разрешить им еще использовать немножко мебели для благоустройства своих домов. Что еще можно такого нам сделать из доступного? Ну, для всего, я так понимаю, нам нужно уже как раз таки заниматься... Шрайны есть, но не хватает. Можно пока много разных шрайнов поставить, чтобы просто... даже не знаю, стоит ли или нет. Здесь что по занятости? Угу.
Казни наши нравятся, помилование нравится, осуждение нравится, закованность нравится. Ну, как удобно с людьми. Вижу желающих к нам примкнуть очень много. Поэтому мы будем это, конечно, принимать все, но чуть-чуть, наверное, все-таки попозже. Пока что можно, у нас есть очень, ну как много. Я надеялся, что их будет больше, но можно, наверное, еще поднять количество людей. Попринимаем еще людей, бездомных у нас нет. Производство еды пока превозмогает над его потреблением, что, в принципе... Ага, вот оно начинается. Не хватает домов все-таки вам, да? Все-таки домов вам не хватает. Давайте так прям вплотную поставим к ферме дома. Чтобы люди сразу прям могли так. Вышел и прям сразу у поля. И прям вышел и сразу на поля работать. И красота. У нас очень много, я вижу, появилось рабочих сейчас. Поэтому можно, наверное, здесь разместить автонайм. Хотя я бы, наверное, просто вот так поставил. Пока что. Темница, тренировка солдат. Солдат у нас еще нет, но шанс рейда у нас тоже на нас пока нет. Что еще такого интересного мы можем сделать? Мы можем поставить первые научные лаборатории, насколько я понимаю правильно. Где вас можно найти? Вот они, лаборатории. Научный район, наверное, будет вон ту сторону расти потихонечку. Здесь, подожди, сначала давай с дорогами разберемся, чтобы мне было все это потом понятно, более-менее. Вот так. О. И здесь у нас будет что-то типа научных таких лабораторий. Это у нас НАУ. Нет, значит, лаборатория, точно, точно. Лаборатория. И вот так мы отступим. Здесь будет такая лаборатория. Поменьше можно? Поменьше? О, все. Здесь будет стоять одна станция, и здесь наши великие умы будут заниматься уже непосредственным изучением всех самых важных, так сказать, основ нашего государства. Ну, такая минимальная, как бы, однушка в центре Москвы, поэтому пусть ее строят. У нас 25 человек на нее уже найдется. Сейчас они там, все, 12 заселилось сразу, и попигнали наших городских. Сразу же можно, наверное, копировать помещение. Так, сразу так, чик, еще одна однушка. Просто реновации пошли. Разместим здесь еще дороги, и будет все неплохо. Наука у нас поперла. Где у нас, кстати, смотреть наши научные баллы? По поводу услуг, ну, колодцев им вроде как, ну, хватает. Будем считать, что хватает. Вот с едой пока, не, еды вроде как больше производим, чем потребляем, поэтому... Вот, вот здесь научные очки у нас вместе с деньгами, да? И что мы можем открыть первым делом? Можно дорожки, это не так важно. Пастбища, неплохо. Расширенное сельское хозяйство. Тоже не самое плохое, что есть. Производство табуретов, производство этого, производство того, сего. 3-го, 10-го, вот можно развлечения. Сцена, кстати. Давайте, она стоит недорого. Но, по идее, должна полностью окупиться. Здесь что можно еще разместить? У нас очки еще есть какие-то. Какое-то их небольшое, так сказать, количество. Изысканный вкус. Улучшение закусочного. Ну, давайте. Стоит недорого. Улучшение тамбуретов. Все, тамбуреты улучшены. И улучшение закусочных, кстати. Это нам что нужно? Это нам... Этого у нас... И нет как раз таки, к сожалению. Да, у нас нет еще вас, этих всяких ваших непонятных. Ну вот, все люди у нас заняты сейчас делом, сколько я вижу. Здесь у нас что? Вроде как неплохо получается, но людей опять не хватает. Давайте аккуратненько принимать сейчас, потому что с едой непонятно что. У нас вроде, конечно, какой-то запас ее имеется, но не хочется рисковать попросту нашими людьми доблестными. Ну, в принципе, наука. Что, 600 очков. Вот это разгуляться можно прям так здраво можно. Что еще можем поставить? Порча, потребление, тренировка, сельское хозяйство. Тоже неплохо звучит. Здесь лучше не этого, того, всего. Луки. А где храмы, кстати? Вот они, да? Для этого нужно захоронение. Вот давайте захоронение. Здесь поклонение со стилем. Можно улучшать шрайны. Давайте улучшим шрайны. Не знаю зачем, но просто хочу улучшить. Опа, все. Что нам это дало, пока непонятно, но шрайн теперь красивый. И люди, которые верят в кратера, могут ему спокойно молиться и ни за что, так сказать, не переживать. А это в нашем деле самое важное. Остальные религии я особо
Не буду никак... Мы их вообще запретили. Теперь они, по идее, не должны этим заниматься, но перекрещивания пока не происходит, к сожалению. Видимо, шрайнов для этого маловато. Нужно что-то более важное, что-то более сильное. И, наверное, нам нужно еще увеличить наши посадки. И как мы это сделаем? Конечно же, сейчас еще поставим пару ферм. Я вижу, нам не хватает, к сожалению. Ага, 9 на 11. Вот так, ферма еще одна. Поперла. Что у нас по плодородию? Вниз идти. Ну, в бок пойдем, что остается? Затмение. Звучит как-то не очень весело. Давайте дальше строить. 9 на... Сказал, 9 на 11. Здесь 3 штучки мы вынем. Опа, поперла. Дальше идем. Зерновая 9 на 11. И 3 штучки мы вынем. Шикардос. Поставим побольше ферм, чтобы у нас зерно копилось уже как избытком. 9 на 11. И здесь достроим. О. И то же самое сделаем с нижней фермой. Почему мы делаем на такие фермы? Потому что они хорошо подходят для одного человека. И меньше приходится с этим морочиться. Вот так вот получается такая интересная у нас сплошная одна большая ферма, где везде работает по одному человечку. Нам не хватает еще людей, давайте еще возьмем людей. Уже 100 человек для первой серии, вот это я понимаю, поперло, дорогие друзья, просто поперло, летим в космос. И очков науки уже 1000, вот это я понимаю. Давайте, наверное, что еще лучше? Мы улучшим оптимизацию сельского хозяйства. Да. И улучшим, что? Правильно, методы животноводства. На максимум, все. Науки больше нет. Всем спасибо, всем пока. Ладно. Главное, еда у нас как еда поживает. Мясо 22 штуки уже производится. Опа, производительность еды упала. Потому что хлеб не производит, потому что у нас нет чего. Правильно, нет зерна. Это плохо, зато животные уже 70 штук. То есть теперь мы идем уже на чистую прибыль. Больше животные не потребляются. Теперь только дают нам максимум профита. Что мы еще можем сделать с животными? Если так смотреть, то, наверное, где вообще тут у нас животные находятся? Покажитесь, вот они. Можно сделать еще пастбище энтелодонов, по идее. Онксы здесь плохо пасутся. От энтелодон должны неплохо, они дают очень много мяса. То есть зубры нам дают чисто и того, и другого, и третьего, а энтелодон нам дают очень много мяса. Чисто ради еды их сделать можно, наверное. По еде у нас вроде как в плюс идем, потому что здесь появилось уже зерно. Зерна у нас, я вижу, очень мало. Потом появилась одежда. Потом одежды очень много, я вижу. Благодаря этому пастбищу у нас одежда уже прям очень даже хорошо. А вот зерно, конечно, у нас очень быстро уходит, к сожалению. Поэтому, наверное, надо бы дальше продолжить строить наши фермы. Ну, здесь еще можно построить кусочек. Ну, давайте дальше строить фермы. Потихонечку, полигонечку. Но это будет уже все в следующей серии. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, оцените данное видео, ставьте дизлайки. Переходите в группу в телеграм-канале. Там у нас, короче, все анонсы, все новости. И там вообще круто, приятно, можно пообщаться. На этом все. До встречи в новых сериях.